Всем привет! Вождение автомобиля это, конечно, прекрасно, это чудесно, это очаровательно, это нереально. А в Ирландии так вдвойне, потому что без автомобиля в Ирландии очень сложно. То есть автомобиль нужен, просто необходим для того, чтобы полноценно жить, быть свободным, там, даже в поиске работы, чтобы ваш круг, да, был намного больше. И вот первый негативный опыт у меня есть такой серьезный. Я еще learner. В марте будет экзамен по вождению, чтобы получить new драйвера. И вот сегодня расскажу я вам ситуацию, которая произошла вот вчера. Вчера произошла на 14 февраля 2025 года. Будут фотографии, очень, конечно, неприятно, но хорошо, что хорошо кончается. То есть там буквально еще бы 5 секунд, если бы мы проехали, и на 5 секунд позже бы коробка с холодильником выпала бы, то она упала бы на капот, на лобовое стекло, а я вырулил бы просто в кувейт, в деревья, в кусты. То есть было все очень печально. То есть все-таки ирландцы в общем и целом, и вообще в своей специфике вождения, они, конечно, не слишком придерживаются правил вообще вождения. То есть, когда ты учишься, тебя максимально инструктора пытаются тебе, ну, не то, что пытаются, но так должно быть по закону, не внушить, а достучаться до тебя, чтобы ты делал все по правилам максимально, там, смотрел во все зеркала при повороте, развороте, то есть максимально, да, был толерантный, пропускал, ждал тогда, когда, ну, настанет твое время, там, для поворота, для какого-то маневра, чтобы ты не летел, как, ну, всадник без головы, то есть не делал, да, какие-то необдуманные решения. И это правильно, но поездив, да, уже там, вот уже там первая 1000 вроде бы уже машинка моя прошла, да, я увидел, конечно, очень много нарушений, и люди многие просто даже, видно, они даже не собираются там включать поворотник, когда там выезжают с парковки, то есть вообще никаких опознавательных знаков на roundabout'ах, да, на круговом движении часто и густо просто вылетает тоже, не показывая куда, что, зачем, почему, пересекает двойную сплошную, обгон там, где нельзя, и дальше, и дальше, и дальше. И это делают, знаете, не какие-то там вот именно ученики, либо нью-драйверы, нет, это люди на солидных машинах обычно обгоняют, на каких-то джипах, кроссоверах, то есть все серьезно, видно, у людей есть деньги, видно, люди там, ну, как бы в жизни, да, чего-то достигли. И они вообще не парятся по поводу того, что о нем думают. То есть он просто едет и все. То есть я к тому, что все-таки вождение в Ирландии, хотя тут пропускают, да, часто там пропустят тебя как пешехода, там ты будешь разворачиваться, но это все хорошо. Но по факту, наверное, почти каждый водитель в Ирландии, если он тут уже давно водит, то он постоянно нарушает правила. Потому что та же Гарда, которая всех пугает, ну реально, ну блин, ну она едет вообще на релаксе. Мы тогда вызвали и Гарду, сейчас все расскажу. То есть, ну реально чисто, ну они на расслабоне, ну на релаксе. Ну когда-никогда там какой-то чекпоинт, там, ну да, там для галочки парочку людей словили, все, есть, все, и поехали дальше кофе пить, да просто по району кружить. Никто ни за кем здесь не бегает, если ты чего-то серьезного не сделал. Всегда можно поговорить, договориться, в смысле не то, что взять, дать взятку, а просто рассказать свою историю, да, там, чтобы люди поняли, почему ты сделал то или иное нарушение. И в большинстве случаев тебя могут просто даже отпустить. Такие кейсы есть. Ну ладно, теперь про то, что же случилось у нас. Случилось то, что, ну, мой друг, да, он мне помогает в вождении. Как вы знаете, с лернером должен ездить человек, у которого полные ирландские права, у которого они более 2 лет. То есть у него должен быть опыт вождения по ирландским дорогам более 2 лет. Понятно, это можно и просто, да, добавить второго водителя просто к себе в автомобиль. Он вообще может и за рулем не ездить, но сам факт, что стаж у него идет. Тоже немножко такая маленькая лазейка.
Ну, он по-настоящему водит, у него опыт вождения ООГО, он работал инструктором, то есть человек знает, что и как делать. То есть он мне помогает, он со мной катается, да, то есть по возможности, когда у него есть свободное время, мы катаемся, просто чтобы я свой скилл, да, свой навык подымал, чтобы как бы с первого раза сдал этот экзамен, то есть, ну, все эти нюансы. Короче, мы едем просто по разным дорогам, и вот решили мы по сельским дорогам просто ехать. Сельские дороги, они в большинстве случаев, они узкие, да, там, понятно, двухстороннее движение, но они узкие максимально, то есть нужно аккуратно, особенно когда на поворотах вот этих вот такие, да, резкие, они, нужно быть аккуратным. Ну, вот мы катаемся, едем, и вот вы знаете, здесь в Ирландии это вот, поля, потом бух, просто какой-то магазинчик автозапчастей, просто, да, там, бух, какой-то склад, бух, какая-то там мини-фабрика, то есть просто, да, и когда это делается, какое-то, да, ну, какое-то здание строится, то делается, да, подъезд к нему, то есть в дороге делается такая, когда, ну, выемка такая сбоку, чтобы люди могли парковаться, могли машины заезжать, то есть такая, когда какой-то островок, да, можно так сказать, я не знаю, как это правильно называть, то есть возле каждого делается вот такие вот островки, где машина может остановиться, припарковаться, либо клиент, либо просто человек, неважно, да, и там у нас была, мы проезжали базу. Как я понял, там, ну, видно, что там база, вот эти вот маленькие, да, тягачи, вот эти подъемники, кары ездят, то есть, ну, что-то там происходит. И оно такое, ну, не маленькое, то есть, и там вот этот островок, вот этот, чтобы фуры заезжали, выезжали, разворачивались, либо там клиенты парковались. И вот мы едем, просто общаемся, то есть, я все спокойно, ничего, как говорится, ничего не предвещает беды. Едет навстречу, то есть, мы едем по левой полосе, к нам навстречу по правой полосе едет, ну, грузовичок, да, и у него, в его, этом, как его, то есть типа как газелька, да, только она не накрытая, да, и в кузове, вот просто, ну я не знаю, что за марка, я забыл, вот, скриншоты сейчас будут, вы увидите, что там за автомобиль. И в кузове у него стоят холодильники, думаетесь, холодильники, то есть они не лежат, они стоят. Я понимаю, они бы стояли, если бы там был бы тен, да, либо это была поверхность была вся чем-то закрыта. Но кузов просто открыт, просто боковые вот эти штучки, просто сколько они там, вот такие, наверное, да, сантиметров 40. И холодильники стоят. Ладно, они стояли бы, но если бы их еще взяли бы ремнями, да, безопасности, вот так вот с двух сторон натянули, то есть поставили, они бы устойчиво стояли. Нет, там было 3 холодильника, и они просто вот так вот едут и шатаются. Просто едет и шатается холодильник. Просто, да, внизу там поддон деревянный, тоже увидите, да, я там кусочек видео вставлю и фотографии. Едем, я еду, и получается уже мы проезжаем середину вот этого вот островка, да, то есть и уже, получается, еду, и там уже будет узкая дорога, то есть вы поймете сейчас, к чему я клоню, что секунды реально решили, не то, что там, ясное дело, там бы смертельного никакого исхода не было, но лобовое стекло, наверное, было бы разбито, в Кувейт бы точно мы, наверное, съехали, и, ну, это было все намного печальнее, чем произошло. То есть, как мне мой дружбан сказал, что среагировал я идеально в этой ситуации, то есть, уже можно мне, в принципе, права выдавать заочно, бонусом, потому что, ну, я среагировал хорошо для того, что, ну, как бы, у меня опыт, да, это первые вождения, первые права, первый автомобиль, то есть, это, ну, нормальная реакция. Едем. И я вижу, и мой друг видит, что просто холодильник, блядь, вот так вот просто начинает наклоняться и начинает выпадать, блядь. Просто выпадает. То есть все, вот я еду, и он выпадает. Вы понимаете, если это было бы на узкой дороге, то есть я в бок повернул, и, получается, еще на конец этого островка завернул. И то там уже кусты немножко, я бы уже въехал в них. А если бы, например, если бы я отвлекся, да, там с ним что-то на секунду буквально, все, я вообще не повернул тогда, бум, все равно я повернул, короче, и тогда был вообще бы пиздаускас полный. Но получилось так, падает это, я сворачиваю налево руль по тормозам, и то есть я хорошо вывернул, плюс мой друг потом еще схватился за руль, нажал аварийку, да. То есть вот этот холодильник, мать его, выпадает, то есть он наклоняется, и получается уже вот так вот и начинает переворачиваться, и получается я, ну, среагировал, поворачиваю,
и кончик, получается, кончик, да, вот этой, ну, большой махины, то есть там же он весь в картоне, получается, картонка бьется, коробка об мое зеркало, и зеркало слаживается. Ну, хорошо, что зеркала слаживаются, как бы, да, и ничего с ним не случилось. Но вначале думал, может, поломалось. Оно слаживается, и просто по машине, скажи, просто по машине, вот так вот, ну, сечение, ну, просто картонка дотронулась, вы понимаете, то есть ничего серьезного. Получается, коробка падает, я выворачиваю, еду, то есть все это секунды делов, и коробка потом уже выпадает, то есть если бы я не повернул, то коробка уже упала, и получается, я бы ее еще, ну, то есть она упала прям бы на капот, и я бы это, то есть я вырулил, получается, она только вот падает вот так вот, да, я вырулю, и получается, зеркало, пум, слаживается. И дальше я же вырулю, и получается там просто картонка дальше, ну, дотрагивается до машины, там, может, немножко на нее давит, но я ж в езде, и это типа это грузовичок в езде, то есть получается оп, и коробка потом бабух упала, блядь, на дорогу, все в шоке, дед логопед, конкретно, не знаю, там деду больше 70 лет, ну куда он уже занимается этими перевозками, я не знаю. То есть вот такая вот ситуация, обратно же хорошо, что все это случилось, что начало, не то что хорошо, вообще, чтобы этого не случалось, но коробка это начала падать тогда, когда мы были вот этом вот, да, типа вот, парковочные вот эти вот места, да, вот этот карман, не знаю, как это назвать правильно. Если бы это было на дороге, вы представляете, он падает, а дорога, вы понимаете, сельская узкая, плюс по бокам всегда овраги, какие-то кусты, то есть, ну, там максимально у них территория не то, что не ухожена, она максимально, типа, как природа занимается этими всеми делами, так и есть, то есть, там ничего там не делается, не убирается, то есть, ты просто в кусты бы бух, там обычно какие-то овраги, и все, и туда машина бы полетела, а если бы вообще ничего не сделал, то просто этот холодильник упал бы на лобовое, либо на капот. И обратно же он потом упал, я сверху в него врезался, то есть, ну, ситуация была бы тоже не слишком прикольная, да, то есть, сзади тоже машины едут, то есть, могло бы быть такое, знаете, крупное ДТП. Дальше, что, останавливаемся, аварийка, выходим, дед первым делом, ирландец, да, дед логопед, что делает? Хватает этот холодильник с проезжей части и сразу отодвигать. Я, конечно, тоже не потерялся, сразу фото, видео снимаю, он там спрашивает, что там, окей, я говорю, да не, говорю, ничего не окей. Мой друг английский хорошо понимает, то есть он полностью, да, владеет ним. Не то, что там идеально, но уровень у него очень хороший. И он, ну, начали говорить, все, говорит, мы вызываем гарду, типа, ну, вообще можно было по факту, да, разойтись, типа, ну, ничего такого не случилось. То есть там ничего машине, ну, вот, потом выровняли зеркало, просто я включил, да, они сложились, разложились, то есть ничего. Если бы, конечно, я маневр не сделал, то было бы намного хуже. То есть, да, реакция была хорошая, ну, почти, можно сказать, идеальная, да, в этой ситуации. Дальше позвонили в гарду, гарда приехала, ну, не знаю, может, минут, ну, 15, наверное, точно, может даже и больше. Этот дедок не потерялся, сразу побежал на этот склад, позвал человека на подъемнике, это там маленьком, да, ну, как он называется, кара, не знаю, как кто называет, подъемник, вот сразу быстро на подъемнике подняли, засунули обратно в этот фургон, там было видно, что упала, да, и доска от поддончика, да, ну, там у каждого холодильника поддон, сверху холодильник, и они там пленкой это все замотали, то есть поддон, видно, ну, куски дерева поотпадали, то есть, ну, разломался полностью, он стоит вот так вот, шатается. То есть мой друг говорит ему, ну, ты закрепи его, либо положи, ну, как, оно сейчас обратно упадет, ты поедешь, ты что, на приколе? Он начал эти что-то, то есть у него есть эти закрепляющие штуки, то есть эти вот, да, ремни, он начал их там кидать, у него ничего не получается. Короче, приезжает гарда, вообще на спокойном, на легком, знаешь, такие вышли, кофе в машине, все хорошо, что у вас тут, ребята, случилось? Ну, я же лернер, сразу взяли подтверждение моих прав, права моего друга, что у него они полные, страховку, все дела проверили, сфоткали, скинули, сказали, все окей, к вам претензий нет, у вас все хорошо. Дальше детка стали обрабатывать, спрашивать. Гарда сразу спросила, есть ли какие-то повреждения, начали смотреть, я говорю, ну, сложилось зеркало, вроде бы работает, ну, и шел дождь. Вы понимаете, что мелкие царапины, они могут не видны быть, потому что дождь, он капает, и невозможно ничего увидеть. Так, визуально, да, ничего не было, ну, я не вижу. Может, что-то еще потом проявится, да, когда я более подробнее буду смотреть, может, какая-то царапина и есть. Не суть, говорю, как оно есть, и посоветуйте, да, если есть какие-то эксперты, что можно делать дальше. То есть, по факту, испуг,
ситуация, да, можно там что хочешь придумать, не то, что придумать, да, то, что эта тебе коробка тебе во сне снится, блин, каждый день, что эмоционально ты подавлен из этой ситуации. Следующий момент, Гард говорит, вы свободны, то есть, если у вас есть какие-то претензии, там, пишите, обращайтесь, то есть, без проблем. И, как я понял, есть даже, там есть камера, то есть, можно подать на то, чтобы видеофайлы предоставили, это второй момент. Следующий момент, дед сразу сказал, говорит, я могу, ну, типа, хочу компенсировать вам, типа, ваши там, ну, вашу вот эту плохую ситуацию, все дела там, ну, и дал при Гарде, то есть, Гард говорит, пожалуйста, он хочет сам вам, типа, дать, то есть, и дал там и энную, да, сумму денег сразу, то есть, ну, она небольшая, но сам факт, что, ну, с машиной ничего, то есть, да, экстремальная ситуация, дальше уже деда, возможно, по закону за то, что не закреплено и так далее, будут какие-то последствия. Мне главное, чтобы его наказали, потому что такое отношение к вождению, такое отношение к грузу, оно недопустимо, оно могло упасть в трафике, еще где-то в городе, на кольцевом, да, движении, то есть это реально, ну, человек уже должен, конечно, заканчивать с перевозом грузов, так точно, может, по вождению нет, но заниматься этим делом уже, ну, я думаю, возраст дает о себе знать, то есть, ли забыл, либо не захотел, либо не смог, непонятно, то есть, вот такая ситуация произошла. Обратно же, ну, ничего не случилось такого, да. Испуг был, да, сейчас об этом думаю, конечно, эта коробка, вы понимаете, едешь, и просто так она наклоняется, и просто начинает, и ты просто выруливаешь, то есть, максимально, ну, экстремальная ситуация, просто. Я же говорю, повезло, что мы были вот этой вот парковочке, да, которая возле склада была. Если это было бы на трассе, ну, избежать столкновения невозможно было. То есть, ну никак, эта коробка, это холодильник оказался, понимаете, холодильник оказался просто. Огромный, здоровый холодильник, у него их там 3 штуки было. Или 2, или 3, не буду врать, там по фотографиям будет видно. То есть, вот такие вот истории, не знаю, что мне, не то, что мне делать, ну, по факту, да, мы разошлись, ну, можно там и в страховую написать, что может там где-то какие-то повреждения, подать, номер у меня сфоткан его, да, видеофиксация есть, то есть, все есть, все доказательства, но есть ли смысл всем этим заниматься, если по факту, да, никаких повреждений моих физических, да, ну вот, здоровья, ну, как бы, по здоровью нету, машина, как бы, тоже все в порядке, есть ли смысл, типа, давить на моральное, вот это, да, на вот этот, ну, типа, писпух, перепух и так далее, просто стоит ли эта игра, да, свеч, то есть, будет ли какой-то выхлоп, либо просто этим заниматься, от нечего делать, как бы, я не хочу, да, как бы, мы разошлись, разъехались, дед логопед, конечно, конкретно тупанул, затупил, и, ну, значит, не знаю, что сказать, то есть, вождение в Ирландии не такое безопасное, как кажется. Я думаю, каждый может рассказать истории, как их подрезали, обгоняли и так далее. То есть пишите в комментариях свои истории, интересно, что у вас случилось и что посоветуете. Забыть эту ситуацию, да, как страшный сон, и просто водить и быть еще более, быть начеку, да, на ирландских дорогах. Либо что-то замутить, куда-то обратиться, какую-то писульку написать, и, возможно, что-то с этого можно выдавить. Обратно же, мне кажется, нет, потому что никаких весомых последствий нету. Это просто займет мое время, раз, и 2, мои деньги, потому что, чтобы что-то начать, нужно нанять какого-то адвоката, оформить, да, чтобы это было все красиво, правильно, чтобы что-то доказать. Это обратно же деньги. Ну, не факт, что это что-то тебе, да, с этого какие-то бенефиты, какие-то дивиденды принесет. То есть ты можешь просто посудиться, отдать энную сумму денег и просто остаться ни с чем. То есть суд может сказать, что ничего тебе там, ну, никаких последствий не было, этого человека мы там наказали, да, штрафом, там, не знаю, там, поинты ему врубили и так далее. А ты как бы, ну, все в порядке, молодец, что среагировал, молодец, что вызвал Гарду, медальку тебе за общественное, это тогда, как говорится, ну, объективное видение ситуации, что ты как бы поступил тоже правильно, сообщил, просто так на самотек, да, не отдал, не уехал, там, ой, там все нормально, все пока, все, да, там, нет, вызвали, все как полагается, потому что, чтобы те люди, которые нарушают закон, они были наказаны, так что, вот такая вот история, так что, по вождению скажу, ребята, будьте начеку, и всегда не стесняйтесь снимать, ирландцы часто бьют могут ударить автомобиль, и просто промолчать, ударил, сразу вышел и снимаешь видео, сразу.
что расстояние, что у вас царапина от него. Здесь ничего зазорного нету. Если вы это сделаете, поверьте, они не будут вас щадить и сразу будут снимать, вызывать игарду. Просто даже за галимую царапину могут раздуть такой скандалище, что просто вы офигеете. Так что не нужно бояться. Не важно, что вы не знаете язык. Все нормально. Google переводчик, все нормально можно сделать. Так что не нужно давать поблажки тем, кто пытается быть выше закона. Дед-логопед, надеюсь, больше таких ошибок делать не будет. И вообще лучше пусть перестанет водить автомобиль и перестанет заниматься грузоперевозками. Вот такая вот ситуация. Не знаю, было ли вам интересно или нет, но у меня эмоции через край. Эта ситуация была реально экстремальна, реально первая, которая заставила задуматься и выполнять решение в течение секунд, а даже и может и меньше, миллисекунд. То есть нужно было быстро реагировать. То есть, ну, вроде бы все сделал правильно. Ущерб минимален, то есть его нету. Эмоционально эффект есть, мысли до сих пор в голове, что а если бы дальше, а если бы там, а если бы сям. То есть думаешь об этом постоянно. Вот такие вот дела у нас тут в Ирландии. Аккуратнее, особенно на сельских дорогах. Там может в любой момент трактор просто вылететь на всю дорогу просто и все. Так что лучше аккуратнее. Вот там вот точно нужно спидлимит уменьшить на вот этих вот сельских дорогах. Это точно, это нужно. А вот, конечно, там на национальных дорогах и на моторвее, конечно, я считаю, можно оставить 80, там, 100, 120, это нормально. То есть снижать там очень сильно нет смысла. А вот на сельских, где 80, там нужно, конечно, 60, потому что 80 это слишком шикарно. Они даже могут и 100 там просто лететь в светлое будущее, то есть в какой-то кювет, либо в канаву. Вот такие вот истории. Всегда на связи, держу в курсе.